Привет, это канал Илон Маск. В этом дайджесте Илон Маск вызвал Путина на поединок, у Илона и Граймс родилась дочь, а Tesla и SpaceX ждет серьезная инфляция. Начнем с Tesla. Илон Маск заявил, что Tesla и SpaceX сталкиваются с серьезным инфляционным давлением в отношении сырья и логистики. Отдельно Маск отметил, что его компании не одиноки. Эмбарго и санкции против России привели к тому, что цены на сырье достигли самого высокого уровня с 2008 года. Россия – третий по величине поставщик никеля в мире, так что цена на него устремилась к доселе непокоренным вершинам. Туда же понеслись цены на алюминий, палладий и другие металлы, которые используют в электромобилях. Из-за этого дальнобойная Model 3 и Model Y Performance выросли на $1000, а акции Tesla с начала года потеряли около 25%. В общем, ничего хорошего. Параллельно с этим Tesla столкнулась с резким ростом количества заказов в некоторых частях США. Рекордно высокие цены на топливо подтолкнули людей к переходу на электро. По сравнению с прошлой неделей заказов стало больше на, внимание, 100%. Однако роста поставок ждать не стоит. Автопроизводитель все еще ограничен в производстве. Забавно, что при этом время доставки Model Y можно сократить в 3 раза с 6 до 2 месяцев. Для этого всего-то нужно добавить к заказу пакет полного автопилота за $12 тысяч. Когда мы слышим о том, как Tesla и другие компании-гиганты оперируют миллиардами долларов, то задумываемся, да как они это делают? Я вот даже зарплату на месяц правильно распределить не могу. Все дело в финансовой грамотности, друзья. Это тоже навык, и его тоже можно развивать и прокачивать. А поможет разобраться с тонкостями финансового мира наш новый друг Егор Арсланов и его школа денег Егора Арсланова. 14 лет опыта в инвестициях и финансовом консалтинге помогли стать Егору одним из лидеров этой отрасли, а его авторский курс благосостояния ежемесячно помогает 400 людей научиться правильно пользоваться своим капиталом. Не только не терять деньги, но и приумножать их. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс Егора Арсланова и уже сегодня начните строить свое успешное будущее. Да, управлять своими финансами – это непросто, а вот учиться у экспертов легко. Повышайте качество своей жизни, а мы вернемся к выпуску. Вооруженный конфликт в Украине напрямую задел Tesla, и компания не остается безучастной. Во внутреннем письме сотрудникам Tesla сообщила, что весь флот Tesla в Украине сможет бесплатно заряжаться на некоторых суперчарджер в Польше, Венгрии и Словакии. Кроме того, украинские сотрудники Tesla, которых призовут в армию, будут получать зарплату как минимум в течение 3 месяцев. Также Tesla передала Украине Powerwall с набором всего оборудования для подключения к солнечным панелям. От Powerwall можно питать и терминалы Starlink. Tesla даже выпустила видео, чтобы показать, как систему можно использовать в качестве мобильной электростанции. И, наконец, о приятном. Гигафест на Giga Texas состоится 7 апреля. Tesla планирует принять до 15 тысяч человек. Прийти могут и несовершеннолетние, так что при входе потребуется удостоверение личности, чтобы получить браслет для покупки алкоголя. А уже через неделю, 22 марта, состоится день доставки на Giga Berlin. Приглашения уже разослали, и Берлин вот-вот официально начнет поставки. Далее про SpaceX. С момента прошлого дайджеста SpaceX запустила еще 48 спутников в миссии Starlink 4.10. Гвин Шотвелл подчеркнула важность сети во время выступления в Калифорнийском технологическом институте. Шотвелл поделилась, что до начала конфликта SpaceX уже 1,5 месяца работала над получением разрешения для работы Starlink в Украине. Теперь сервис позволяет жителям страны рассказывать миру о своем кризисе. Я думаю, что лучший способ поддержать демократию – это убедиться, что мы все понимаем, что такое правда, заявила Гвин Шотвелл. SpaceX подписала контракт на несколько запусков на сумму почти $23 миллиона с компанией AST Space Mobile. Компания занимается прямым подключением мобильных телефонов к интернету через спутники. Первые услуги AST Space Mobile начнет предоставлять в 2023 после развертывания 20 спутников. Первые запуски спутников Blue Walker и Blue Bird состоятся этим летом. SpaceX начинает строительство стартовой площадки Starship во Флориде. Рядом с космическим центром имени Кеннеди заметили большой кран. В ожидании одобрения орбитального полета компания не теряет времени. Если башня и площадка в Техасе готовы, то пора строить новую инфраструктуру. А в Техасе деятельность SpaceX вдохновила Браунсвилл на смену девиза города. Раньше он звучал так:
так: «На границе моря». Теперь власти города решили, что с учетом Starbase к девизу можно добавить пару слов. Теперь город живет под слоганом «На границе моря и дальше», имея в виду космические путешествия. И в конце неожиданно много про самого Илона Маска. Кажется, Илон Маск решил, что производством электромобилей и ракет уже никого не удивишь, и занялся серийным производством детей. Оказывается, в декабре у Илона и Граймс родился второй общий ребенок. Для самого Маска это уже 8-й ребенок и первая дочь. Ее вынашивала суррогатная мать, и имя у дочери тоже ого-го какое. Exadark Sidereal Mask. Экзо — отсылка к единице измерения экзофлопс, Dark в переводе с английского «темнота», ассоциирующаяся с неизвестностью и темной материей, ну а Sidereal — эльфийское написание слова Sidereal — звездное время, и отсылка к эльфийской принцессе Галадриэль, любимому персонажу Граймс из «Властелина колец». Граймс и Илон иногда называют дочь Sailor Mars, но вообще в семье ее называют Y. Учитывая, что первого их сына зовут X, то следующего ребенка, по идее, должны назвать Z, но мы очень сильно надеемся, что этого не случится. На вопрос, вместе ли они еще с Маском, Граймс ответила: «Да, нет, что вы подразумеваете под «вместе»?» Вероятно, я бы назвала его своим парнем, но мы постоянно в разъездах. Граймс упомянула, что они с Илоном всегда хотели по крайней мере 3 или 4 детей. При этом в тот же день Граймс подтвердила в Твиттере, что она и Маск все же в очередной раз расстались. Певица отметила, что Илон все равно остается ее лучшим другом и любовью всей ее жизни, а ее жизнь и творчество отныне навсегда будут посвящены миссии. Звучит безумно, но очень романтично. На фоне столь грандиозных личных событий борьба между Илоном и СЭК идет довольно жарко. Илон попросил у судьи забрать у комиссии право надзора за его твитами, так как считает это ограничением свободы слова. Сама комиссия после критики со стороны Илона, похоже, готова распределить между акционерами штраф в размере $40 миллионов, который Маск и Тесла заплатили 4 года назад. С учетом процентов сумма выросла, и теперь комиссия просит судью предоставить справедливые и разумные способы для распределения средств. Ну что ж, лучше поздно, чем слишком поздно. Одновременно с этим продолжается и коллективный иск против Илона. Его обвиняют в том, что в 2018 году он твитнул о возможной приватизации Тесла. По мнению обвинения, у Маска не было финансирования, а сам твит привел к падению акций и потере истцами миллионов долларов. На суде Маск повторил то, что объяснял 3,5 года назад. Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии согласился поддержать его попытку сделать компанию частной. Судья говорит, что это не означало гарантию финансирования, но рассмотрит доводы обеих сторон. Хотя Твиттер часто приносит Маску неприятности, на этой неделе он поговорил с подписчиками про вероятный уровень инфляции в ближайшие несколько лет. Илон считает, что сейчас лучше владеть физическими вещами вроде дома или акций компаний, которые, по вашему мнению, производят хорошую продукцию. Тем не менее, он не собирается продавать свои биткоин, эфириум и догикоин. Твит поднял стоимость криптовалют на несколько процентов, но они быстро вернулись к прежнему состоянию. И, наконец, Илон Маск продолжает поддерживать Украину. Буквально вчера он фактически вызвал на поединок Владимира Путина. «Ставка – Украина», написал Маск в Твиттере. На вопрос подписчика, удивится ли он, если Путин примет его вызов, Илон ответил, что это было бы честью. Предприниматель отметил официальный аккаунт Кремля в Твиттере и сказал, что он абсолютно серьезен. Если Кремль ответит, это будет прям-таки двойная порция иронии. Твиттер-то в России вроде как заблокировали. Поставки многих лекарств тоже сейчас приостановлены, так что Дмитрий Рогозин довольно быстро ответил Илону Маску цитатой из сказки о попе и работнике его балде. Друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы оперативно узнавать обо всех новостях, а если хотите поддержать наш канал в эти непростые времена без монетизации контента, все ссылки есть в описании. И спасибо тем, кто про нас не забывает. Пока!